Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для представителей знака Телец. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 27 апреля по 3 мая. Давайте посмотрим, что вас ожидает в этот период, отрезок времени. Какие вам карты сегодня выпадут и что же интересного у вас произойдет. Я напомню, что этот расклад я делаю по дням недели, то есть на каждый день недели мы достанем, соответственно, с 27 по 3 число, да, по одной карте на каждый день недели и посмотрим, что вас, тельцов, ожидать будет в этот период. Какие комбинации карт вам выпадут. Пока я перетасовываю дополнительную колоду, я напоминаю, что вы можете подписаться на мой канал, можете оставить свои сообщения, лайки. Я буду очень-очень рада такой вашей активности, поэтому пишите, не стесняйтесь. Можете написать, что вы думаете по поводу этого расклада и насколько он резонирует с конкретно вашей историей, вашей ситуацией. Итак, Тельцы с 27 апреля по 3 мая. Давайте посмотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта, которая у вас есть, карта, которая выпадает на понедельник, это карта Верховная Жрица. Это, кстати, карта знака Телец. И в целом она показывает, ну да, там сочетание не только Тельца карта, но тем не менее. А карта показывает какие-то тайны, секреты, возможно, о которых вы здесь можете узнать. Также вы можете что-то держать в тайне, что-то держать в секрете, не договаривать окружающим. К тому же карта Верховная Жрица — это карта интуиции. Если вам нужно принимать какое-то решение, вы, скорее всего, будете прислушиваться к своему внутреннему голосу, своему внутреннему ощущению по Верховной Жрице, то есть к своей интуиции, к своему внутреннему «я». Карта в целом очень гармоничная, карта очень терпеливая и показывающая, что вы во всем стараетесь быть очень мудрыми, то есть основываться и не только на интуиции, а еще на тех знаниях, на том опыте, который у вас накоплен. И, соответственно, исходя из этого, вы и действуете в этот день. Итак, давайте посмотрим, что еще здесь эта Верховная Жрица вам несет в понедельник. Почему у Тельцов выпадает эта карта? Здесь же карта Императрица, карта, ну, кстати, Тельца, да? То есть это карта, которая делает акцент на какие-то тайны или секреты, связанные с женственностью, с материнством, вот с какими-то такими вопросами. Кто-то может узнать о беременности как вариант. Допустим, кто-то может узнать какую-то тайну или секрет, или что-то такое вот от своей жены или мамы, или вот такой вот женщины по Императрице. К тому же вы можете здесь, так как это карта фертильности, рождения, деторождения, отмечать свой день рождения, и какие-то вот могут быть для вас здесь неожиданности или сюрпризы, потому что есть эта Верховная Жрица, да, карта неизведанного, тайного какого-то, то есть чего-то, что вы не знаете. Здесь это что-то вам как откроется, преподнесется, возможно, как новость, как какой-то сюрприз. Карта Императрица. Ну, в целом карта очень хорошая, да, для вас. Это карта такой духовной силы и женской силы. То есть если смотрит женщина, очень хорошая карта здесь. И чтобы какие-то мудрые решения принимать, касающиеся вашей семьи, вашего дома, в частности. Следующая идет 8 мечей, и она показывает переживания, она показывает какое-то такое накручивание себя и, возможно, ожидание, что какие-то препятствия возникнут, что что-то пойдет не так. Вот знаете, как будто много каких-то страхов, надуманных, иллюзорных страхов, когда вы думаете, что с чем-то не справитесь, что-то не получится. Вот начинаете
начинаете нагнетать себя, и, может быть, это все происходит из-за того, что кто-то вам говорит, что у вас что-то не получится, или кто-то вам говорит какие-то неприятные вещи, и вы начинаете себя накручивать или ограничивать себя в действиях, потому что начинаете сомневаться в своих силах и ожидаете какой-то неудачи. А у кого-то может быть просто плохое самочувствие, ну, там голова болит, что-то вот такое вот, тоже не самое позитивное, но тем не менее, вот такая вот карта у вас на вторник. Давайте посмотрим, тельцы, что еще здесь у вас выпадет на вторник, соответственно, из следующей нашей колоды. У тельцов выпадает тройка жезлов, и эта карта, показывающая, что вы как будто не верите в свой успех или не верите в то, что вы сможете достичь какой-то вершины, цели, к которой вы идете. То есть боитесь, что у вас не получится, что вы не получите достаточной поддержки или что вы не добьетесь материального успеха в какой-то работе, в каком-то деле, в которое вы вкладываете ресурс, усилия, свою энергию. Да, вот как будто начинает вам казаться, что не удастся, не смогу, не получится у меня это сделать. Следующая идет карта шестерка кубков. Это карта семьи и уюта семейного, и общения с семьей, с близкими общения. Это возможность здесь проводить с ними больше времени, возможность здесь что-то отмечать и праздновать, потому что это еще и карта юбилеев, возможно, каких-то годовщин, годовщина свадьбы или что-то в таком духе. То есть это как хороший повод собрать семью всех вместе, чтобы что-то отметить. Может быть, как хороший повод для встречи. Также здесь в целом шестерка кубков, она может показывать здесь приезд детей, внуков, к примеру, встречу с ними, может показывать вашу ностальгию о прошлых былых временах, когда вот вы там где-то жили или с кем-то дружили, или где-то учились, и вот как было хорошо, да, или вот детство вы вспоминаете, думаете, как было хорошо в те времена, или молодые годы свои, то есть вот что-то как ностальгическое такое, что у вас здесь есть тоже, может речь идти еще и об этом, либо кто-то из вашего прошлого дает о себе знать, здесь напоминает о себе, и тоже это в принципе скорее всего что-то позитивное. Но давайте посмотрим, тельцы, что здесь еще у вас есть на среду. Королева дисков, земная стихия, кстати, ваша, да, может говорить о том, что вы здесь достаточно практичны, вы здесь хозяйственны, вы здесь обустраиваете быт, заботитесь о каких-то вещах, касающихся вашего дома, может быть, что-то покупаете в дом, чтобы обеспечить комфорт, уют. И также по королеве дисков вы чувствуете себя человеком богатым, потому что у вас есть, может быть, пентакли, потому что это королева пентаклей, то есть что-то материальное, вы можете получать что-то материальное в этот день, может быть, от вашей семьи даже, и ваших детей, но также и вы этой стихии относитесь, королева дисков, то есть вы здесь, потому и королева дисков, что вы очень практичны, очень хозяйственны, очень трудолюбивы, и делаете это на благо своей семьи, на благо своих детей, то есть вы для них это делаете. И по королеве пентаклей вы здесь очень сердечны, очень внимательные к окружающим, вас людям, близким. Дальше идет карта мир, карта путешественника, карта такого может быть, путешествия по миру, каких-то вопросов, связанных с передвижением и каким-то завершением цикла. То есть что-то завершается, и вы знаете, как переезжаете с одного места на другое. Или завершаете работу в одной компании или в одном отделе, переходите в другой. Или у вас завершается один этап, период в жизни какой-то, и начинается новый. Опять-таки день рождения, потому что в колоде 78 дверей там изображена карта рождения ребенка, показывает. Карта мир показывает рождение ребенка, то есть переход его из одного состояния внутриутробного во внешнее, в мир, то есть в мир выходит ребенок, получается, что это как рождение, и здесь как переход на новый этап, новый период. Может быть, у кого-то день рождения здесь будет сопряжен с таким переходом. В целом, если говорить про работу, то здесь могут быть какие-то успешные события. То есть чувство триумфа и победы в том, что вам что-то удалось сделать, что вы смогли, что вы добились этого результата. Давайте посмотрим, тельцы, что еще здесь у вас будет на четверг. Почему карта мира у вас выпадает? Тут же десятка мечей. И интересно, потому что десятка мечей, она карта завершения. Но по десятке мечей это период, который завершается. И может быть для вас это завершение, оно немножечко волнительно, стрессует. Вы чувствуете почему-то как
какую-то потерю, потому что завершается один этап, и вам может быть не совсем легко с ним расставаться, но тем не менее это завершение, это неплохо, то есть это неплохое сочетание. Дальше идет карта короля жезлов, огненного знака, и здесь может быть общение с огненной стихией, то есть это львы, овны, стрельцы для вас, либо вы, проявляя энергию этого знака, очень трудолюбивы, очень целеустремленные, настроены на успех в том деле, в той работе, которой вы занимаетесь. Здесь эта карта, она показывает человека, который очень честолюбивый, очень гордый, который очень любит там свою работу, может быть, карьеристом, который быстро принимает решения, такой импульсивный, огненный, порывистый. Возможно, вы таким образом себя здесь проявляете в этот день по этой карте. Давайте посмотрим, тельцы, что еще у вас есть в пятницу. Тут же карта пятерка пентаклей, которая переходит в пятерку мечей. Worry, переживание о деньгах, переживание о том, удастся ли вам, выполнив определенную работу, получить определенные там выплаты, какие-то деньги ваши. То есть, может быть, переживание из-за того, что вы можете потерять какие-то деньги, да, какие-то ресурсы или какие-то неприятности происходят на работе, вам приходится их решать. И вам это не совсем подходит, не совсем нравится, вы чувствуете, что это как не везет, да, в чем-то. Но тем не менее, вы здесь с этой ситуацией, скорее всего, справляетесь. Может быть, переживание за такого человека, огненного знака зодиака, тоже как вариант. И дальше идет пятерка мечей, боязнь проиграть, боязнь опозориться в чем-то и желание любой ценой достичь победы. То есть вы думаете, как бы это лучше сделать, чтобы не оказаться на лавке проигравших, соответственно, да, по пятерке мечей. Давайте посмотрим, тельцы, что у вас еще здесь есть. Карта королева мечей, еще одни мечи, то есть много разговоров. Может быть, эти разговоры вам не совсем нравятся. Вы здесь будете очень честными перед собой и перед окружающими, будете прямо говорить то, что вы думаете. Возможно, это не всем нравится, возможно, это у вас будет, знаете, как будто вызывать чувство вот какой-то такой вот конфликтности, как войны, да, холодной войны. По королеве мечей здесь может быть еще и попытка логически рассуждать и какой-то холодный расчет вести в том, чтобы все-таки любой ценой победить, то есть получить то, что для вас важно. Может быть, общение с воздушным знаком, весы, близнецы, водолеи, но опять-таки здесь вот может быть какая-то такая неприятная с ним ситуация, с таким знаком зодиака. Дальше идет карта дьявола, карта Козерога. Для кого здесь общение с Козерогом актуально? Может быть, речь идет о таком человеке. В целом карта дьявола, она такая очень интересная, потому что это карта желания реализовать что-то, чего вы сильно жаждете и хотите. И если это какая-то краткосрочная перспектива, то это прям возможность быстро добиться того, что вы хотите, потому что вы очень сильно этого хотите. Но карта дьявола, она такая абьюзивная, она карта токсичная. И если мы говорим про отношения, то отношения могут быть токсичными. Отношения могут быть некомфортными. Вот здесь вот люди, скованные цепью, какие-то зависимые отношения, которые вам не нравятся, конфликтные ситуации, которые могут возникать у вас, когда кто-то проявляет больше агрессии, жесткости или какой-то холодности в паре, к примеру, а другой подчиняется этому человеку. Также здесь могут быть какие-то дурные наклонности и привычки, которые дают о себе знать, что тоже само по себе нехорошо. То есть карта дьявола еще и карта искушений, когда сложно себе в чем-то отказать, чего очень сильно хочется. Но давайте посмотрим, что здесь еще может быть. И еще карта дьявола в паре, в отношениях, она может говорить о страсти. Ну, такое именно вот, да, ну, как вот, не знаю, как вот вспышка страсти, да, по карте дьявола. Давайте посмотрим, что еще здесь может быть. У вас воскресенье. Карта семерка пентаклей. Причем у меня вроде бы как карта вот эта хотела выйти, да, карта Иерофанта. Я не знаю, может быть, здесь какие-то вопросы в семье происходят по карте дьявола, когда вы чувствуете, что в чем-то нужно быть более терпеливыми в общении с близкими, со своей семьей, где не нужно торопить события, где не нужно никого торопить в каких-то действиях, возможно, не пытаться осуждать кого-то за то, что он медленно что-то делает или мало зарабатывает или что-то в таком духе. То есть постараться быть более терпеливыми, сдержанными, спокойными и более мудрыми, что ли, в тех действиях, которые здесь вы
выполняете, чтобы не скатиться до вот этого уровня дьявола, соответственно, какого-то тщеславного и эгоистичного. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для тельцов, мы завершаем. Неделя с 27 апреля, я напомню, по 3 мая. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, насколько это видео актуально непосредственно для вас. Берегите себя, берегите своих близких. До скорого.